It's nearly 3 years since Russia's full-scale invasion of Ukraine. And I wonder what Russians are thinking now about what's happening, about where their country is going, and what they're hoping for in 2025. Чтобы мир был. Самое главное у меня. Скажите, как вы думаете, вот как достичь вот этого мира? Как? Надеюсь, что война закончится. Это самое главное. Да. Меня беспокоит только то, что на новогодний стол поставить. Больше проблем нет. Да, а Все, мне на Хорошо. работу доставить. Чтобы кончилась война. И мы победили. как сделать так, чтобы вот закончилась война? Война? Главное, чтобы мы победили. А вот когда мы победим, она закончится. И что такое победа? Победа, Ага. когда все сдохнут, которые не нужны люди. Тогда будет победа. А ненужные люди это кто? А те, которые хотят, чтобы война продолжалась, А это кто? Вот кто хочет это? это те, которые там, далеко. Где? Не в России. Путину доверяем, но надо больше заниматься экономикой страны, как американский президент сказал. Вот здесь у нас очень много, как сказать, малообеспеченных, в том числе и я. У меня пенсия 14 тысяч. 14. 14, да? Да, А как вы же проживаете на 14 тысяч? вот так. Нет, всем помогает. Приходится работать. А мне 74 года. А кем работаете? Я работаю курьером по доставке документов. Вот. Я вынужден работать. Почему? Потому что в этом плане не я один такой, очень много таких людей. Ну, ситуация такая сложная. Работать приходится. Будем надеяться и на Путина, что он обещал, что повысит пенсионерам пенсию. Повысит? Возможно. Не мне решать. Если бы я был в хозправительстве, я бы сказал, где, как это все сделать. Но со мной пока никто не считается. Я обыкновенный пенсионер, мне 74 года. А люди, вот народ могут повлиять на жизнь, на будущее? Наш народ терпеливый, он молчит. Well, this is Gorky Park. One difference I've noticed from a couple of years back. In December 2022, along with the traditional tree, there were giant letter Zs, the symbol of the so-called special military operation. This year, no Zs, no slogans, it's all very traditional. And it's a similar story in Siberia, actually. 2 years ago, in the city of Chita, among all the New Year decorations, I remember seeing ice sculptures of Russian soldiers holding Kalashnikov rifles. This year, there's nothing like that there. I think that after 3 years of war, Russians don't want to be reminded of this war. And I think the authorities sense that, which is why this new year, it's more snowmen than soldiers. But you cannot simply tinsel over a war or its consequences. Самое главное, чтобы СВО закончилось. И все. И все это забылось, и чтобы все помирились, и чтобы все остались живы. Вот это самое главное для меня, по крайней мере, желание в Новом году. Потому что вот эта нервотрепка уже и непонимание вообще, что происходит, что будет дальше, как это все разрешится, это как бы повышает уровень тревоги. Мы как бы, ну как сказать-то, мы доверяем нашему главнокомандующему, да, то есть он принимает какие-то решения, соответственно, он за нас их принимает. Соответственно, как бы мы тоже несем какую-то коллективную ответственность за то, что происходит. Я думаю, надо сесть разумным людям за круглый стол переговоров. Ну и обсудить, договориться. Другого варианта нет. Только через общение человек может достичь чего-то разумного. Оружием ничего не поможет. Вот в этом году, вот для вас, что было самое тяжелое в этом году? Поднятие цен как бы ударяет по карману. Приходится больше работать. Меньше
уделять время на семью. So even after 3 years of sanctions, as you can see, there's still a lot of food on the shelves. But it's the prices that are the problem. Inflation's a problem. So for example, this year in Russia, the price of potatoes has gone up by 88%. The price of butter by 35%. And there in fact have been lots of reports of people stealing butter from shops, which is probably why in this supermarket they're selling some butter in special security anti-theft boxes. Some Muscovites are not just looking ahead to the new year, to the future, they're remembering the past, commemorating the 45th anniversary of the Soviet invasion of Afghanistan. Сегодня наши уже дети и наши внуки защищают интересы нашего государства на Украине. At this event, lots of references are being made to Russian soldiers who are fighting today in Ukraine. And the speeches here very much reflect the Kremlin narrative that the war in Ukraine is the fault of the West, even though it was Russia that launched the full-scale invasion of its neighbour. Они всегда, англосаксы, играют в долгую. И мы никакой возможности больше дать не должны. So, as Russia enters the new year, my overriding impression is this. You know, when I was a student here in Moscow in 1989, 1990, I remember that there were a lot of people then who believed they had the power to change their lives, change their country for the better. That's gone now, whether because of fear or through fatalism, or because there are still a lot of people who believe the picture of events as painted by the state media. Many Russians are willing to leave it to the man at the top to decide their future.